полную свободу человеку в этом процессе и возможность пробовать себя. Ну, целые профессии могут выпадать, целые профессии появляются новые, совершенно новые. И снова здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о личной безопасности, которая возникает у каждого человека, о тех угрозах, с которыми он вынужден бороться. Понятно, что каждый человек испытывает на себе те же самые угрозы, которые испытывает весь глобальный мир, все социальное пространство, в котором он присутствует и в котором он живет. Но есть целый букет индивидуальных, связанных с каждым отдельным человеком. Ну и первый цветок в этом букете, наверное, расцветает уже в те времена, когда человек рождается и ощущает себя, обнаруживает себя в окружении своей родной семьи. Понятно, что никакой человек не имеет возможности выбирать себе родителей. Понятно, что семьи очень разные. И поэтому у каждого маленького человечка, возникающего и вступающего в жизнь, возникает большое число проблем, связанных с возможным материальным недостатком в этой семье, с возможными какими-то, огрублениями важных социальных ценностей, с плохими привычками, с плохими традициями и так далее, и так далее. И этот круг проблем, с которым сталкивается человек тогда, когда он является еще совершенно беззащитным под давлением этих вызовов и этих угроз, требует особого внимания человеческого общества для того, чтобы смикшировать все те угрозы, все те опасности, которые накладываются на человека из-за того, что он попал в такую, может быть, не очень благополучную семью. Но по мере возмужания, человек сталкивается с более широким социальным контекстом, с общением большого круга людей, с проблемой вхождения, плавного включения в ту социальную общность, в которой он оказался. И здесь возникают тоже достаточно важные, серьезные проблемы, которые которые, как правило, формулируются как проблема адаптации к человеческому обществу, социальной адаптации. Маленький человек, только что родившийся, только освоивший какие-то способы коммуникации с другими людьми, язык, жесты и так далее, он включается в некоторую социальную систему, в которой имеют место, от которой следуют в его адрес некоторые определенные требования. И чаще всего серьезный круг проблем в этом отношении связан с тем, что общество стремится предъявить эти требования и заставить человека адаптироваться к нему, к этому обществу. Каждый человек вынужден это делать, и это тоже некоторый механизм, скажем, вхождения в общество. Но есть другой способ, есть другой механизм, который можно назвать инкорпорацией в общество, и который предполагает, что не просто человек прогибается перед теми требованиями, которыми общество предлагает ему и предъявляет ему, а он пытается изменить по мере возможности ту свою среду, в которой в зависимости от своих представлений о том, что должно, о том, что важно, о том, что... И тем самым, по сути дела, привносит в этот процесс свой творческий вклад и пытается
не прогибаться под изменчивым миром, надеясь на то, что он прогнется под нас. Какого рода инкорпорация человека, подрастающего человека в то социальное окружение, в котором он оказался, она в значительной степени связана с проблематикой профессиональной ориентации. Дело в том, что эта проблема очень часто решается, опять же, таким же образом с точки зрения или с позиции приоритета тех требований, тех задач, тех потребностей, которые формулирует для себя человеческое общество и ждет и требует это от человека. Но профессиональная ориентация – это такой процесс, который очень многогранный, и много сложностей, неучет которых способен вообще разрушить какой-либо эффект от этого процесса. Что я имею в виду? Я хочу пояснить. Дело в том, что профессиональная ориентация в целом, в принципе, это процесс выбора человеком того, чем он будет заниматься в своей жизни. Выбора профессии. Но для этого, во-первых, нужно понимать и понять все многообразие профессий существующих. Нужно учесть тот такой вот подводный камень, который заключается в том, что один раз определив набор профессий, существующих в обществе, очень быстро можно обнаружить, что этот набор кардинально изменился. Особенно в современном мире, который под влиянием быстрых и кардинальных технологических революций способен изменить набор профессиональных навыков, которые требуются обществу от его людей, коренным образом. Ну, целые профессии могут выпадать, целые профессии появляются новые, совершенно новые направления. И наше время как раз в этом отношении становится революционно быстро меняющимся. Есть еще другая сторона, не менее, может быть, более важная, которая заключается в том, чтобы точно, правильно понять и учесть особенности способностей и самого человека. То есть нужно разобраться в самом себе. И, по крайней мере, да, я думаю, что и в течение всей жизни, даже дожив, там, скажем, до таких достаточно больших сроков жизни, какой и я прожил, очень часто невозможно разобраться в себе окончательно, досконально. Поэтому процесс профессиональной ориентации, он должен быть очень кропотливым, очень внимательно к нему нужно относиться. И на протяжении всей своей жизни быть готовым к тому, что ты стоишь перед необходимостью переориентирования себя в этом мире, в этом профессиональном мире. Вопросы, может? Да, конечно. Да, хорошо. Я недавно слышал тезис, звучащий примерно так, что через 3 года мы даже не будем знать, какие профессии появятся и какие будут востребованы столь серьезно, чтобы молодое поколение, чтобы люди, входящие в эту жизнь, были озадачены получением этих профессий, владением этих навыков. Каким образом государство может повлиять на профессиональное образование таким образом, чтобы эти вещи можно было предположить, запланировать и осуществить подготовку, если хотите, целых поколений? Я думаю, что государство лучше всего поможет человеку разобраться в себе вот в такой ситуации, резкой смены, в том случае, если оно не будет вмешиваться в это дело вообще. Потому что оно не в состоянии решить эту проблему. Эта проблема нерешаема вот в такой постановке.
невозможно, и когда происходят очень быстрые и очень скорые революционные изменения технологические, невозможно заранее предположить, какие это будут профессии. Вообще-то говоря, государство очень часто берет на себя те функции, которые оно не умеет выполнять. Об этом мы еще будем говорить в отношении других ценностей. Но в этой части тоже государство не в состоянии выполнять эту функцию, потому что оно стремится к модификации, к такой вот, ну что ли, установлению какой-то униформы в этом отношении, каких-то универсальных процессов. Это невозможно. Единственное, что можно сделать для того, чтобы помочь решить эту проблему, заключается в том, чтобы придать больше свободы, не просто больше свободы, а полную свободу человеку в этом процессе и возможность пробовать себя. На самых ранних этапах, когда там, скажем, человек знает перечень, условно говоря, перечень возможных профессий, он должен попробовать себя в разных сегментах этих профессий. Но разве то, о чем вы говорите, возможно при нестабильной экономике, при ее подъемах и падениях? Если нет поступательного, уверенного движения вперед. Ну, например, сейчас хвалят Америку. Экономический рост. Мгновенно понадобились нам синие воротнички, сварщики, водители сложных грузовиков и так далее. Не хватает рабочих рук. Кто мог предположить еще год назад, что будет дефицит вот этих специальностей? Ну, это тоже не государственная проблема. Государство не в состоянии это решать тоже. Эти проблемы. Такого рода проблемы решаются на рынке. Это проблема рынка труда. Причем рынок труда должен быть совершенно свободный. И если тебе нужен, там, скажем, сварщик позарез, а ты не можешь найти хорошего сварщика, ты ему заплатишь 3 зарплаты, но найдешь.